Здравствуйте, дорогие друзья! Я рада вас приветствовать на моем канале. Сегодня в данном видео я хочу ответить на один из самых часто задаваемых вопросов в комментариях. Можно ли вообще, реально ли это, ручным миксером взбить бисквитную массу сразу на большой бисквит? Большой имеется в виду от 10 яиц и выше. Мы сейчас не рассматриваем бисквит на 3 яйца, это само собой, разумеется, что это реально сделать. Сегодня же я в этом видео показываю вам, что я буду маломощным ручным миксером взбивать с одного замеса и выпекать на одном противне 3 бисквита сразу на 12 яиц. И бисквиты у меня будут все без разрыхлителя. Такие идеально ровные коржи получаются после нарезания. Итак, что же нам для этого понадобится? Здесь минимальное количество вообще продуктов на этот бисквит идет. Яйца должны быть, во-первых, комнатной температуры. Заранее я разогреваю духовку на 175 градусов Цельсия, режим вверх-вниз без конвекции. И вот так я заранее застелила 3 формы. 2 по 16 сантиметров и 1 по 20 сантиметров. Именно они у меня помещаются на один противень. Итак, 12 яиц у меня здесь, 12 белков и 12 желтков. Весом яйца по 50 грамм без скорлупы. 400 грамм сахара и 2 пакетика ванильного сахара. 360 грамм муки пшеничной и 30 грамм кукурузного крахмала. Количество муки, так как мы будем взбивать ручным миксером, я уменьшать здесь не советую. В емкости для взбивания я начинаю слегка, буквально до пивной пены, взбивать белки. Сразу же отправляю туда 2 пакетика ванильного сахара и где-то 1/4 часть от общего количества сахара. Достаточно это. И белки я теперь буду взбивать где-то минуту, а потом я туда введу весь кукурузный крахмал. Теперь по прошествии минуты я ввожу туда весь кукурузный крахмал. 30 грамм. Многие спрашивают, зачем я это делаю сразу. Для того, чтобы стабильнее была белковая масса. Ровно 5 минут я взбиваю белки уже с крахмалом. И все. Вот такая вот масса у меня должна получиться. Легкие такие подрагивающие слегка пики. Видите, он слегка подрагивает, этот пик. Если мы переворачиваем емкость для взбивания, то есть масса остается в емкости, она абсолютно неподвижна. Белки не должны быть взбиты в губку, то есть они не должны уже отслаиваться у вас. Теперь взбиваем желтки. Сахар вводим в желтки небольшими порциями и ни в коем случае заранее никогда не засыпаем желтки сахаром. И это очень важно, иначе желтки свернутся, вы ничего с ними не сможете сделать. Итак, желтки я буду взбивать вот от начала и до конца примерно 5 минут. И это важно, чтобы наиболее максимально у нас разошелся весь сахар. До конца он может у вас не разойтись, но это не беда. Потом, когда будете перемешивать массу с белками, он разойдется. Вот такая побелевшая пышная масса должна у нас получиться. Теперь я беру большую емкость, здесь она у меня 5-литровая, перекладываю туда всю желтковую массу с сахаром. И теперь именно в большой емкости слегка пробью здесь буквально 20 секунд миксером, чтобы вот она немножко у меня распушилась опять. И уже в большой емкости буду смешивать лопаткой уже все эти ингредиенты. Миксер мне здесь больше не понадобится. Складывающимися движениями сверху вниз я введу в несколько приемов в массу все белки. Видите, вот такая вот пышная, не осевшая масса у меня в итоге должна получиться. Это важно. Я беру сито, обязательно через сито просеиваю всю муку. Мука у меня обычная пшеничная мука, где-то 8 приемов. Я буду также вот такими сверху вниз движениями, слегка как бы я вот так вот ее просеиваю этой же лопаткой, видите, вот такими вот движениями. 8 приемов, то есть сразу все высыпать нельзя. И вот такая масса у меня в конце получается, после введения уже всей муки. Вот такое тесто. Духовка у меня уже разогрета на 175 градусов Цельсия. Беру формы. Формы очень удобно вот так вот выпекать всегда в раздвижных формах, в раздвижных кольцах. Их хранить удобно. Их можно купить и всегда ими пользоваться. В них удобно собирать торты, они продаются во всех интернет-магазинах. Смотрите, как мало я заливаю тесто в формы.
И потом, какими высокими у меня, где 16 сантиметров, у меня получится по 7 сантиметров в высоту бисквиты. И где вот большая форма на 20 сантиметров, у меня бисквит получится 6 сантиметров в высоту. И все это маломощным 240 ватт ручным миксером. На 40 минут я отправила в духовку. 40 минут у меня прошло. Вот такие прекрасные бисквиты до сухой шпажки я их проверила, уже пропеклись. Я их достаю из духовки и оставляю буквально остыть до той степени, чтобы я могла дотрагиваться до формы. Больше их оставлять в форме я не советую, они у вас начнут отсыревать просто. Вот такие упругие они получаются у меня. Теперь я их перекладываю сразу на решетки, чтобы они слегка у меня подостыли, и сразу же освобождаю их от форм. Острым длинным ножом вырезаю. И какие ровные бисквитики у нас получаются. Он упругий, он пружинит, этот бисквит. Идеальное дно у него получается. И еще раз напоминаю, бисквит у меня без разрыхлителя. Высота формы у меня здесь 8,5 сантиметров. То есть формы не низкие. У нас по сути здесь получается двухъярусный торт сразу. Можно небольшой собрать вот из данных бисквитов. Я всегда взбиваю этот бисквит, он называется чудо-бисквит без разрыхлителя. Я его всегда взбиваю в планетарном миксере без разделения яиц. Но у кого нет планетарного миксера, можно вот таким образом сразу с крахмалом взбивать именно белки. Потому что крахмал очень сильно стабилизирует белок, и крахмал удерживает влагу потом в готовой уже выпечке. Посмотрите, какие упругие бисквитики буквально за 40 минут выпекания у нас получаются. Сейчас обязательно в пищевой пленке я их буду убирать в холодильник. Смотрите, какой у нас сразу получился арсенал бисквитов. Хотите, заморозьте их, потом будете их использовать. Вы сэкономите себе, во-первых, время на взбивание, время на выпечку. Месяц могут храниться в морозилке и где-то несколько дней в холодильнике. Но обязательно часов на 8 им нужно отдохнуть в холодильнике. Это очень важно. У меня прошла ночь. Сейчас я их достаю из пищевой пленки и буду нарезать. Нарезаю я по обыкновению кондитерской струной. Нарезаются они превосходно. Я не советую их нарезать в горячем виде. Бисквит без разрыхлителя, без молока и без масла. Он не нарезается сразу в горячем виде. Ему нужен отдых такому бисквиту. По сути, это как классический бисквит, просто с добавлением крахмала. Я его не могу поэтому назвать классическим бисквитом, так как добавляем крахмал. Вы видите, какие ровные коржи у меня получаются. Получаются небольшие обрезочки также у бисквитов. Мне нужен узкий высокий тортик, вот где по 16 сантиметров я буду собирать. Вот такие обрезочки получаются небольшие. Вот этот вот бисквит я разрезаю на коржи по 18 миллиметров, то есть 1,8 сантиметра каждый корж на втором делении струны. Я ставлю струну на второе деление. Посмотрите, какие идеально ровные разрезы. То есть ночь в холодильнике, маломощным ручным миксером замешивали. И вот какой превосходный у нас получается с вами результат. Ничего сложного здесь нет. Нужно просто знать рецептуру. Муки я не советую здесь убавлять. Знать температуру и как правильно его замешивать. Я надеюсь, что видео было полезным и познавательным. Подписывайтесь на мой канал, ставьте лайки, пишите комментарии. Я всем желаю больших успехов и до встречи в новых видео.